Всем привет! О каком авто вы мечтаете? Мне вот фургончик Флинстоунов всегда забавлял. А если серьезно, то есть несколько способов получить тачку мечты. Но я расскажу вам один интересный лайфхак. Однажды моему знакомому досталась маленькая легковушка от отца, и он придумал незамысловатую схему продать машину, добавить накопление и купить машину получше. Так он проделал несколько раз, не без трудностей, конечно. В итоге он выкупил неплохой внедорожник, что для вчерашнего студента очень неплохо, хотя и утомительно. Сколько себя помню, дорожное движение и автомобили всегда меня очень сильно пугали. Машины казались какими-то монстрами, живыми существами, от которых можно было ожидать чего угодно. Поэтому у меня не возникало даже мысли сдавать на права и водить машину. Особенно после маминой манеры вождения. Конечно, я понимала, что умение водить очень полезно, но страх не справиться был сильнее, пока один случай не придал мне уверенности в своих силах. Девочки, а я права получила. Ой, а я как раз тоже недавно оформила. А я вообще с первого раза все сдала. После подслушанного разговора однокурсниц я решила, что тоже смогу. И в тот же день записалась в школу вождения. Большую часть времени в школе нас пугали страшными историями и картинками. Но как началась практика на автодроме, стало намного веселее. Теория сдала с первого раза, но проблемы начались со сдачи практической части. Практика делится на автодром и город, и самым страшным испытанием для меня было сдать горку. Мой инструктор объяснял мне, как сдать это упражнение. А потом в нужный момент начинаешь нажимать педаль газа, иначе машина заглохнет. А как понять, что это нужный момент? Попой почувствуешь. И вроде этих объяснений было достаточно, получалось. Но в день сдачи экзамена мой инструктор застрял на дороге, и мне сказали сдавать горку на другой машине. Эту машину я видела впервые, и нужную вибрацию мне почувствовать так и не удалось. Так и проваливала экзамен несколько раз, пока я не устала вставать в 4 часа утра и уходить с автодрома ни с чем. И я решила действовать наверняка. А вы знаете, что можно творить волшебство и вне Хогвартса? Я пошлепала себя по щекам, нарядилась и, вдохнув уверенность полной грудью, отправилась на автодром. И на экзамене в тот день мне чрезвычайно везло. Все были милы и приветливы. Все инструкторы делились полезными советами и подбадривали меня. В итоге я все-таки сдала горку и автодром тоже. Даже повезло сдать город, что обычно никогда не происходит в один день. И спустя сутки мне уже выдали мои розовенькие права, и я могла наконец-то выдохнуть. И скорее всего тут сыграла не только отвлекающая магия, а просто уверенность в себе и своих силах. Включать уверенность очень полезный навык, и он пригодится не только на экзаменах, но и в работе и в быту. Конечно, тут можно поспорить на тему быть или казаться, хотя в последующем я спокойно водила машину. Я, конечно, не эксперт, но трезво оценивая свои навыки, я делала это хорошо, особенно парковку. Вообще, с вождением у меня связано много историй, как хороших, так и не очень. Но о причинах, почему я решила больше никогда не садиться за руль, я расскажу в другом видео. По итогу я могу сказать, что бояться дорогу я не перестала. Только теперь я боюсь не машин, а людей за рулем этих машин. Они не просто непредсказуемые, но, как и все люди, склонны совершать ошибки. И главное, чтобы их ошибкой не стали вы. Поэтому будьте осторожны на дороге и не забывайте о безопасности. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч! Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик.